Давненько не было новостей из моей усадьбы, и начну обо всем по порядку. Некоторые наверняка сейчас попали на мой канал впервые. Поэтому напомню, что летом прошлого года у меня появился в собственности небольшой лесной участок размером с футбольное поле, на котором я решил построить свой хутор, или усадьбу. В планах были и баня, и основательный жилой дом с санузлом и отоплением, но начать я решил с гостевого каркасного дома размерами 6 на 3. В нем можно и инструменты хранить, и переночевать в комфорте во время глобальной стройки. Проект дома я нарисовал сам. Сначала в своей голове, а потом и на бумаге. Показывать это чудо смысла нет, так как художник из меня точно такой же, как и учитель по строительству. Поэтому относитесь к моему видео не как к учебному пособию, а как к развлекательному контенту. Ну и как вы знаете, любой дом начинается с фундамента, и для своего каркасника я выбрал блоки ФБС. Поэтому вырыл яму глубиной 60 см, положил туда геотекстиль, сделал песчаную подушку, утрамбовал песок и установил уже сами блоки. Забегая вперед, скажу, что получилось это сделать не совсем по уровню. Дом немного неравномерно сел после весны, но в целом Пизанской башни у меня не получилось. Процесс по возведению фундамента вроде бы несложный, но занял у меня 2 дня. Дальше уже план действий был примерно понятен, так как раньше у меня был опыт строительства, не поверите, землянок в лесу. Да-да, и такое есть на моем канале. И если вам стало интересно, то обязательно посмотрите эти ролики. В них есть особая атмосфера. Короче говоря, был сделан каркас. Установлена сетка от грызунов, утеплил стены и пол минватой толщиной 15 см. Пароизоляция, ветрозащита, ну в общем все стандартно. И вряд ли что-то новое вы от меня здесь узнаете. Крышу я накрыл андулином. Возможно, об этом буду жалеть в дальнейшем, как писали мне в комментариях люди. Но это мое решение. А если что-то решил, то назад уже дороги нет. Осенью, на этапе полной готовности дома для установки панорамных окон, я 2-й раз за год залетел в больницу. Провел там с гнойным отитом 10 дней, плюс восстановление слуха заняло почти месяц. В общем, полная дизмораль и, честно говоря, было тяжело психологически, так как год был и так максимально неудачным для меня. В общем, о стройке я забыл. Проект почти превратился в долгострой. Да и заказанные панорамные окна по плану должны были быть готовы только в конце февраля 2025. Я просто поплыл по течению, успокоился, решил не дергаться. Когда окна наконец поставили, то внешний облик дома изменился, и мне, конечно же, хотелось побыстрее продолжить свою стройку. Но продолжать строительство в морозном феврале желания не было никакого. Наконец пришла весна, снег начал беспощадно таять, температура на улице днем стала плюсовой, что просто не могло меня не радовать. И получив новый заряд мотивации, я вновь берусь за дело, за продолжение строительства каркасного дома на своем участке. Доски для обшивки моего строения пролежали под тентами на участке всю зиму, впитали в себя влагу, и поэтому с потеплением я разложил их для проветривания и просушивания. И надо сказать, что процесс этот протекал весьма быстро. И вот настал долгожданный день. Со счастливым лицом я открываю дверь своего дома и иду обжигать доски газовой горелкой. Для этого мной были приобретены специальный газовый баллон, шланг, ну и, соответственно, сам газ. Забегая вперед, скажу, что было потрачено пропана примерно на 1500 рублей. Кстати, если вдруг вам интересна итоговая смета по моему проекту, то напишите об этом в комментариях. И по окончании строительства я обязательно озвучу конечную цифру. Горелкой обжигать доски – одно удовольствие. Полностью погружаясь в свои мысли, я совсем забывал о каких-то проблемах и невзгодах. Вам это может показаться странным, но для меня это творческий процесс. На досках появляются разные узоры и рисунки, которые можно бесконечно долго разглядывать.
А от горящего газа, вырывающегося из сопла горелки, исходит тепло. Еще и солнышко греет по-весеннему, да и птички поют. В общем, очень интересная работа, а ушло на нее в общей сложности порядка 7-8 часов. Первую доску важно было прибить ровно по уровню. А для следующих я сделал специальные деревянные держатели. Ведь все работы я производил один. И у меня появился азарт от того, что я стал видеть перед собой. Дело вкуса, конечно, скажете вы, но мне кажется, что это решение – обжечь доски и зашить ими дом – было правильным. Самое веселое было впереди – это верхние доски. Если сзади дома у меня самая низкая часть строения, то с боков и спереди высота дома от земли достигает 3 метров. Даже, наверное, побольше. Многие наверняка обратили внимание на мой молоток. Он выглядит весьма специфично. И в прошлых видео только ленивый его не обозвал дятлом. И вообще неправильным для моих работ. Мне наоборот нравится он. Ну а если кто-то против, то будьте аккуратней. Лишние торчащие части досок я спилил ножовкой и сделал это не совсем аккуратно. Но в данном случае это и не нужно, ведь в дальнейшем все стыки на углах дома я задекорирую. Давайте немного отвлечемся от стройки, ведь перед зимой я повесил 2 фотоловушки, буквально в 100 метрах от своего участка. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть, кто же мои соседи. К моему удивлению, тут оказалось достаточно много животных. Кабаны, лисы, косули, зайцы и даже лоси. А в прошлом году, когда в моей усадьбе еще не было забора, мной был обнаружен скелет косули, а сосед находил лося. Наверное, где-то поблизости есть охотугодие, и, скорее всего, эти 2 найденных животных были подранками. Жалко, но такова жизнь. Кто сильнее, тот и прав. Еще один солнечный день, впереди много работы. А какой рабочий процесс без плотного завтрака? Еда, приготовленная на свежем воздухе, в 2 раза вкуснее. Поверьте мне на слово. Скажите, вы тоже любите смотреть на огонь? Я очень. Поэтому развел костер в своей костровой чаше, помыл снеговой водой сковороду, оставленную мной под домом на зиму. Все готово для приготовления вкусной яичницы. Несколько перепелиных яиц, бекон, и вот уже сковорода скворчит, а желудок предательски начинает урчать от сумасшедших ароматов. Несмотря на весеннюю погоду, по утрам температура все еще минусовая, и горячий чай из термоса к завтраку – отличное дополнение, и без того великолепного утра. Вот уже и желание прилечь на бок появилось, но пора закончить начатое. И опять все по кругу – обжигание, приколачивание. Одним днем я зашил боковые стены, предварительно установив спереди дома нулевую доску, по которой потом равнял все остальные, чтобы каждый ряд досок по периметру дома был на одном уровне. Вообще, на самом деле, это оказалось самым сложным для меня.
Снег весь растаял, и вот уже пришло время сбора березового сока. Поэтому я решил прогуляться по лесу рядом со своим участком. Единственный недостаток таких прогулок – это возможная встреча с клещами. В связи с чем в клещевой сезон настоятельно рекомендую надевать носки поверх штанов и обрабатывать одежду специальными репеллентами. А вот и березка, которая сегодня даст мне очень много сока. Сверло, шуруповерт, коктейльная трубочка и понеслась. Я угадал с выбором березы, и сока в ней много. Думаю, за пару часов литровая бутылка будет наполнена. Кстати, не забывайте заделывать проделанные в деревьях отверстия чопиком из ветки, либо садовым варом. Дом уже выглядит отлично, но осталось самое сложное – закрыть подпорный брус, на который распределяется основная нагрузка центральной части крыши. Для этого напилил циркулярной пилой доску кусками по 20 см, обжег их со всех сторон и установил. Ах, да, чуть не забыл. Показать вам процесс подъема двух последних элементов декора дома на самую верхнюю часть лицевой стороны своего каркасника. Это еще тот квест. С помощью веревки и матерного словца я смог поднять одну доску, а за ней следом и вторую. Вроде бы все прошло легко, непринужденно для вас, как для зрителя, а у меня примерно час улетел на это дело. Теперь домик с панорамными окнами зашит декором со всех сторон. Да, конечно, остается еще закрыть все стыки на углах и убрать мелкие огрехи, но это все потом. А сначала проверим, что там у нас с соком. И приготовлю-ка я вкусный обед из стейков, индейки и овощей. О, сока целая бутылка. А прошло всего-то 3 часа. Ну все, гуляю на всю катушку. Вот уже и столик себе организовал для готовки. Вообще, люблю максимально простые блюда. Поэтому обжариваю на сковороде стейки, солю, перчу по вкусу. Индейка уже источает невероятный аромат. Поэтому, дабы сбить немного свой аппетит, пью сок, нарезаю овощи. Вкуснятина. И вот он. Радостный момент заслуженного, скажем так, честно заработанного приема пищи. Стейки получились сочными и вкусными, а пение птиц добавляет особого шарма всей этой обстановке. Чего уж греха таить.
Люблю повеселиться, особенно пожрать. Так говорит моя жена. Но давайте уже выйдем на финишную прямую этого видеоролика. Доски я решил покрыть яхтным лаком. Он защитит их от скорой потери такого красивого цвета и заодно придаст насыщенности. Ну и как вы уже поняли, в следующем видео нас с вами ждут работы по возведению террасы. Думаю, вам понравился этот видеоролик. Поэтому буду ждать вас снова на канале. До скорой встречи. Пока-пока.